Привет, друзья! С вами наконец-то снова Ленка. И я продолжаю рассказывать о том, как живут страны, бывшие когда-то частью Великого Советского Союза социалистических республик. Мне стало интересно, как же жили и развивались бывшие союзные республики на протяжении почти 30 лет с момента распада Советского Союза. Ведь нам на самом деле очень мало говорят о них. Об их политике, экономике, о том, какой там уровень жизни, какие страны смогли улучшить благосостояние своего народа и как. И о том, какое место среди всех стран занимает Россия. В первой части ролика я рассказала про Казахстан, богатый нефтью и газом, про Туркменистан, чей президент не уступает по странностям северокорейскому, про Латвию, мирно и спокойно развивающуюся, про Грузию, переборовшую ужасы войны и показавшую всем невероятный уровень борьбы с коррупцией, и про Узбекистан, который из аграрной страны превратился в перспективного промышленного лидера. Во второй части я рассказала про Армению, вставшую на путь развития и реформ, но отброшенную назад войной в Нагорном Карабахе. Про Азербайджан, также богатый нефтью, но политической системой удивительно схож с Россией. Про Литву, чей ВВП на душу населения стал больше российского. Про Беларусь, которая и после распада СССР тесно сплелась с российской экономикой и стала от нее зависимой. И про Молдову, по которой сильно ударила война с Приднестровьем. Но даже маленькая Молдова, близкая по духу к Румынии, по уровню коррупции оказалась на 12 строк лучше России. В этой части я расскажу про остальные республики и подведу общий итог. Из оставшихся 5 республик, да впрочем, и из всех 15, самая незавидная ситуация на данный момент, пожалуй, у Таджикистана. Республика Таджикистан – это наименьшее по площади государство Средней Азии, расположенное в историческом регионе, когда-то носившем красивое название Согдиана. Это была единственная персоязычная республика в составе Советского Союза. Касаемо природных ресурсов, это отнюдь не бедное государство. В Таджикистане расположено одно из крупнейших в мире месторождений серебра. Он богат месторождениями драгоценных камней – урана, золота, угля и алюминия. Но 94% территории страны покрывают горы, и добыча минералов затруднена, особенно в условиях слабо развитой инфраструктуры и технологий. Сегодня Таджикистан – самая бедная после Афганистана страна в регионе. Советские власти развивали на территории Таджикистана промышленность и гидроэнергетику. Но главной специализацией советского Таджикистана была хлопковая промышленность, так же, как и в Узбекистане. Впрочем, именно на его территории и была в 1924 году образована Таджикская АССР. С экономической точки зрения, на мой взгляд, Таджикистан и Узбекистан могли бы быть очень схожими. Но как же так получилось, что Таджикистан так сильно отстал и скатился на последнее место по уровню развития? Рассказывая про Узбекистан, я говорила про их первого президента Ислама Каримова, который держался за власть долгие годы и в итоге скатился до средневекового деспотизма, отбрасывая Узбекистан в развитии назад. Но несмотря на все свои минусы, в первые годы власти он сумел навести порядок, консолидировать власть и переориентировать экономику Узбекистана с чисто аграрной на аграрно-индустриальную. Так вот, в Таджикистане этого не произошло. После свалившейся на голову независимости и свободы в Таджикистане не нашлось одного достаточно сильного лидера. Начались противостояния между бывшей коммунистической элитой, национально-демократическими и исламистскими силами, которые вылились в кровавую гражданскую войну, длившуюся на протяжении 5 лет. По разным подсчетам, она унесла от 60 до 150 тысяч жизней.
Более миллиона граждан вынуждены были покинуть страну. Экономический потенциал был ослаблен. В 1995-м ВВП составлял лишь 41% от показателя 1991 года. Хотя за последние мирные годы экономика и уровень жизни значительно поднялись. Уровень бедности к 2011 году сократился с 72 до 45%. Но все же это огромные цифры. Как сказал Хемингуэй, есть вещи хуже, чем война. Трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже. И это в полной мере относится к современному Таджикистану. Страна погрязла в тотальной коррупции. А что это, как не эгоизм и предательство собственного народа? По уровню восприятия коррупции среди советских республик Таджикистан уступает только Туркмении и занимает 149-ю строчку в мировом рейтинге от Transparency International, проигрывая даже таким странам, как Мьянма, Уганда и Бангладеш. С 1994 года страной правит один и тот же человек – президент республики Эмомали Рахмон. С 2015 года он носит пожизненный титул – основатель мира и национального единства, лидер нации. В 2016 он провел референдум и позволил себе избираться неограниченное количество раз. Однако в Таджикистане, в отличие от Узбекистана и Туркменистана, власть официально признает оппозицию и предоставляет ей до 3 мест в органах государственного управления. Большая часть предприятий в Таджикистане была национализирована и сейчас контролируется государством. Инвестиции, поступающие извне, также разворовываются. В советские годы в Таджикистане был высокий уровень образования. Особенно он славился своими медиками, которые до сих пор работают в клиниках США и Израиля. Сейчас же уровень знания выпускников вузов находится на уровне 8-классника, потому что все продается и покупается. В стране дефицит квалифицированных кадров и безработица одновременно. Уровень зарплат такой, что все уезжают на заработки за границу. Минимальный размер оплаты труда не менялся с 2016 года. Он составляет 400 самони. По современному курсу это всего $35. Средняя же зарплата в 2021 году, по официальным данным, составила 1324 самони, или около $120. Средняя зарплата врачей и учителей колеблется на уровне $80 в месяц. Неудивительно, что 47% ВВП страны составляют денежные переводы от мигрантов. По уровню человеческого развития с учетом неравенства Таджикистан занимает 86-е место. Это последнее среди всех бывших советских республик. Экономическую и криминальную обстановку осложняет близость к Афганистану. Из него через Таджикистан проходят важные пути транзита наркотиков в Европу. Наркотрафик контролируют крупные мафиозные группировки, имеющие связи в силовых ведомствах. При всех этих проблемах Таджикистан имеет огромный потенциал в плане развития производства, энергетики и туризма. На территории современного Таджикистана сохранились памятники культуры, которые вошли в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Столица республики Душанбе может похвастаться красивыми зданиями и парками. Но, конечно, особую красоту представляет невероятная природа Таджикистана. Величественные горы Памира с пиками высотой свыше 7000 метров, на чьих скалах до сих пор сохранились наскальные рисунки каменного века.Ифанские горы с уникальными горными озерами, такими как Искандер-Куль. Но привлечению большего числа туристов мешает отсутствие инфраструктуры. Хотя для знающих людей это скорее плюс. Ведь Таджикистан – одно из немногих мест, где еще можно насладиться ошеломляющей, первозданной красотой природы. Кыргызстан, или как у нас чаще говорят, Киргизия. Хотя самим киргизам теперь это не сильно нравится. Насколько я могу сделать выводы, Киргизия почему-то стала одной из самых русофобских республик. Она практически сразу сменила название на соответствующее произношение на кыргызском языке.
Русскоязычное население стремительно вытеснялось из страны. Вообще, Советский Союз кроил территории весьма своеобразным образом, разделяя один этнос по разным республикам и соединяя в одной республике несколько разных народов. Если вы смотрели предыдущие части ролика, то должны помнить, что такая политика много где закончилась кровопролитными стычками. Например, Грузия и Абхазия, Азербайджан и Армения, Молдова и Приднестровье. С Киргизией тоже было не все так просто. В октябре 1924 года был воплощен в жизнь план национально-территориального размежевания, в результате которого была ликвидирована Туркестанская АСР. И на ее территории образовались Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, а часть территории досталась даже Казахстану. Благодаря этому на территории и советской, и постсоветской Киргизии, помимо самих киргизов и русского населения, проживает еще достаточно много узбеков. И, конечно же, это тоже вылилось в кровавые межэтнические конфликты. Одним из самых известных и крупных было столкновение в городе Ош. Это второй по величине город после столицы Бишкека. Погромы были и в 90-м году, и повторились в 2010-м. Многие дома сгорели. Пишут, что были вырезаны целые кварталы узбеков. Но все же причины этих столкновений многие ищут не в прошлом, а винят нищету большей части местного населения, проблемы с образованием и трудоустройством, острое социальное неравенство и коррупцию. В том же 2010 году свыше 60% киргизских граждан получали зарплату ниже прожиточного минимума. По уровню бедности Киргизия уступает лишь Таджикистану, да и то недалеко от него ушла. В рейтинге человеческого развития Киргизия занимает 69 место. Хотя, что удивительно, по рейтингу коррупции Киргизия занимает 124 строчку. То есть в России и то в этом отношении хуже. Независимость Киргизии была провозглашена 31 августа 1991 года, а в 2005 году произошла революция тюльпанов. На смену режиму президента Акаева пришла оппозиция во главе с Бакиевым. Но став президентом, Бакиев быстро перераспределил собственность. Его сын присвоил себе все, до чего смог дотянуться. А когда папу свергли, вывел деньги за рубеж, казна опустела. Но то, что заняло у Акаевых 14 лет, Бакиевы успели за 4 года. Кстати, оба они сбежали из страны. В апреле 2010 года в ходе нового переворота у власти оказалось временное правительство во главе с Розой Атунбаевой. Но почему-то многие простые киргизы винят во всех проблемах Кыргызстана какие-то сторонние силы. То советские корни и русских, то НАТО, то узбеков, которые лезут во власть. Чем дальше от столицы, тем хуже местные понимают русский язык, и тем проще их быт. Многие до сих пор живут в войлочных юртах и мазанках и занимаются животноводством. В 2005 и 2010 годах такие маргиналы, приезжие из сельской местности, активно участвовали в массовых мародерствах и грабежах. Большая часть страны жила в бедности, но при этом в Бишкеке круглосуточно были распахнуты двери многочисленных игровых клубов и казино. Киргизия, как и соседние среднеазиатские республики, жила за счет России. В том смысле, что ежегодно до 1 миллиона киргизов уезжает на заработки. Большое количество киргизов приняли российское гражданство. Около 30% ВВП страны составляют денежные переводы от мигрантов. 1 декабря 2011 года полномочия президента Кыргызстана были переданы Алмазбеку Атамбаеву, который был объявлен победителем на выборах президента. Роза Атунбаева сложила с себя эти полномочия спокойно, не цепляясь за власть. Она стала первым президентом в среднеазиатском регионе, который ушел добровольно. Но стали ли с тех пор киргизы жить лучше? Честно говоря, о том, что происходит в Киргизии, начиная с 2010 года, у нас пишут очень мало. И в основном как-то пространно. Что-то вроде «жить стало лучше, но недостаточно». Есть сдвиги в сознании людей, люди стали свободнее. А свобода людей и свобода страны – это неизмеримая ценность. И прочая лабуда, которой нас часто кормят по нашему ТВ, когда хотят оправдать свою неэффективную политику. Как оно на самом деле? Была бы рада, если бы те, кто там живет, могли бы поделиться информацией в комментариях. На данный момент минимальная зарплата в Киргизии установлена на уровне 1854 сома.
либо $21. А прожиточный минимум в стране – 5000 сомов. Киргизский сом, кстати, почти равен рублю. Средняя зарплата по стране по официальным данным составляет 17 172 сома, или примерно $200. А зарплата школьного учителя, например, находится на уровне около 7000 сомов. Кстати, пока я тут готовила ролик, президент Киргизии 11 апреля провел референдум за расширение своих полномочий. Страна переходит к президентской республике. Полномочия парламента сократятся, как и количество депутатов, со 120 до 90. Референдум – результат всех предыдущих революций в стране. Народ сформировал запрос на сильного и ответственного лидера. Так это прокомментировал российский депутат от партии «Единая Россия» Анатолий Выборный. Так что умные люди, я думаю, понимают, к чему дело идет. Даже Яндекс по запросу «Достоинство Киргизии» почему-то исправляет на минусы. А ведь между тем Киргизия далеко не бедная страна. Для ее экономики большое значение имеют месторождения золота. В 2008 году Киргизия вышла на 3-е место по добыче золота в СНГ, после России и Узбекистана. Также в числе основных видов полезных ископаемых ртуть, сурьма, вольфрам, олово, уголь, есть даже нефть и газ. Однако, в силу своих внутренних проблем и коррупции, полезные ископаемые не помогли экономическому росту, а лишь привели к ухудшению экологической обстановки в республике. Поэтому в Киргизии множество заповедных мест и природных парков. Один из них – Иссык-Кульский, известный самым большим в Киргизии одноименным озером. По чистоте и прозрачности во всем мире оно уступает лишь Байкалу. Озеро не замерзает и принимает около 80 рек. Но есть, на мой взгляд, и не менее живописные места. Это Сары-Челек и парк Ала-Арча. В Киргизии очень красивая и разнообразная природа. Страна располагается между горами Тянь-Шаня и Памира-Алая. Горные пики высотой больше 7000 метров и ледники могут привлекать множество туристов. Горные реки богаты форелью. Тут водятся снежные барсы, моралы, архары и множество других редких животных, часть из которых занесена в Красную книгу. Эстония. Моя любимая Эстония. Почему любимая? Да потому что она быстрее всех сумела добиться невероятных уровней, как в развитии экономики, так и в развитии общества. Сознание людей, осознание ими своей независимости и свободы, патриотизм, основанный не на любви к власти, а на гордости за свою страну. Вот что мне нравится в Эстонии. Эстония быстрее всех, вроде бы незаметно, но твердо взяла курс на рыночные реформы экономики. Из постсоветских республик Эстония первой к 2003 году смогла восстановить показатель ВВП на уровне 1991 года. Доля ВВП по ППС на душу населения к 2019 году в маленькой Эстонии стала выше всех среди экс-советских стран. Следом за ней шли Литва и Латвия, Россия на 4-м месте. Но в первые годы эстонцы так же, как и в других республиках, ждали, что кто-то за них будет решать все проблемы. Они привыкли, что в советское время все за людей решало государство. Но в свободной стране люди должны уметь самостоятельно управлять своей жизнью. В этом была самая сложная шоковая терапия для населения. А проблемы были. После обретения независимости страна полностью лишилась поддержки Москвы и осталась без топлива. Зима была, а отопления не было даже в министерстве. В годы СССР Эстония была чем-то вроде технологического центра большой страны. Местные предприятия в основном вели разработки для советской оборонки. Но после распада эти заводы за ненадобностью закрылись. И все, что осталось в наследие, это научные институты и лишившиеся работы люди. Поскольку ничего другого не было, именно их знания и опыт и пустили в оборот. Иногда, когда нет денег и все плохо, это даже хорошо, шутили местные управленцы. Сейчас Эстония – мировой лидер по количеству стартапов на душу населения. Их здесь больше, чем в американской Силиконовой долине. Кроме того, Эстония успешно зарабатывает на информационных технологиях, продавая свои разработки за границу. Хотя первоначально на IT не столько хотели заработать, сколько банально сэкономить. Для этого здесь придумали свой,
уникальный проект электронного правительства. Главная идея была в том, чтобы победить бюрократию и коррупцию. Если верить оценкам международных экспертов, это получилось. Сегодня Эстония опережает по экономическому и социальному развитию не только все постсоветские республики, но и некоторые государства Старой Европы. В индексе ЭЧРН Эстония занимает 19-ю строчку в мире. И единственная из постсоветских стран входит в группу с очень высоким индексом человеческого развития. К слову, даже США находятся на 28-м месте. Для того, чтобы электронное правительство действительно работало, а не было просто красивым проектом на бумаге, власти дали задание провести интернет в каждую деревню. Тех, кто не умел пользоваться компьютером и сопротивлялся, научили. Плюс к этому мотивировали бонусами и скидками. Теперь в Эстонии через интернет можно оплатить счета, подписать контракты, основать свой бизнес за 18 минут, подать декларацию о доходах за 3 минуты, получить медицинский рецепт и оформить социальную помощь. И после 15 лет такой жизни онлайн эстонцы не понимают, как Wi-Fi может быть платным, а интернет медленным. Технологии помогли и в борьбе с коррупцией. Конечно, крупные финансовые скандалы с участием высоких начальников случаются до сих пор. Но взяток на бытовом уровне здесь нет уже давно. Электронное правительство разорвало цепь между тем, кто условно заказывает услугу, и чиновником, который принимает решения. Странно, но факт. Полиция – это институт номер 1, которому доверяет население. Для постсоветского пространства это крайне удивительно. В рейтинге восприятия коррупции Эстония занимает 17-е место среди стран всего мира. Страна сильно изменилась и в политическом плане. Премьер-министр общается с народом через социальные сети, а на заседании парламента может прийти любой желающий. Здесь чиновники боятся критики журналистов и сами подают в отставку после, казалось бы, пустяковых проступков. Возил родителей в спа на служебной машине или рассчитался в кафе корпоративной карточкой. Там действительно похоже, что правительство работает для народа. В Эстонии лучшее в Европе школьное образование, очень хорошая экология и бесплатный общественный транспорт. То, что у нас есть какая-то дискриминация по отношению к русскоговорящему населению, это скорее разговоры московской пропаганды, уверяет бывший евродепутат от Эстонии Катрин Сакс. Хотя и без сложностей не обошлось. Из-за российских санкций у местных производителей во многом закрыты рынки сбыта. Конкурировать же с производителями Старой Европы очень сложно. Жители Эстонии часто ищут лучшей жизни в соседней Финляндии. 5 дней работают там, а на выходные приезжают домой, ведь по морю добираться всего 3 часа. Большой отток граждан наблюдался во время кризиса 2008 года. Сейчас минимальная зарплата в Эстонии составляет 584 евро. Это примерно $700. Средняя пенсия на 2 евро меньше – 582 евро. А средний размер оплаты труда в Эстонии в декабре 2020 года составлял 1292 евро после вычета налогов. Или $1550. Сегодня финансовые аналитики говорят о том, что недавний лидер Балтии входит в полосу экономического замедления. Рост экономики снижается, и по некоторым показателям Эстонию уже догоняет и обгоняет Литва. Украина. Страна, мне кажется, когда-то бывшая по духу ближе всех к России. Это была вторая по численности населения республика. В 1991 году здесь проживало более 50 миллионов граждан. Киев темпом жизни удивительно походит на Москву. Здесь все также любят спешить, толкаться в метро и по дороге в офис захватывать стаканчик кофе. Но война 2014 года в сознании многих надолго разделила Россию и Украину. Найти в Рунете правдивую информацию об уровне жизни в этой стране почти невозможно. Каждый практически сайт вопит о том, как там все плохо. Но любой, у кого есть хоть один знакомый житель Украины, должен подозревать, что на самом деле все не совсем так. Как и большинство других стран бывшего Советского Союза, в начале 90-х Украина пережила экономический и политический кризис. Новой власти пришлось начинать все с нуля, организовывать работу предприятий, создавать собственную дипломатическую службу и формировать внутренние войска. Украина в Советском Союзе была одной из самых индустриализованных республик. На ее территории располагалось множество высокотехнологичных производств.
Но были нюансы. Акцент был сделан на военно-промышленный комплекс, и эти производства входили в технологические цепочки в рамках Союза. Поэтому распад СССР Украина почувствовала наиболее остро. Внутрисоюзные связи были разорваны, а на внешний рынок она не была ориентирована, так как вооружение – весьма специфический товар. Нужно было переориентироваться на другие рынки сбыта и встраиваться в другие производственные цепочки с другими странами. Но именно этого и не было сделано. Администрация первого президента Кравчука, а это именно он подписывал Беловежские соглашения, в первые годы бездействовала, что привело к гиперинфляции, росту внешнего долга и запущенности социальной и промышленной сферы. Радикальная экономическая реформа на Украине началась значительно позже, чем в других постсоветских странах, лишь в 1994 году. Олигархи к тому времени фактически захватили власть на Украине. Вместо налаживания новых связей с Европой, столкнувшись с кризисом, они вновь связывали себя с Россией. Самым существенным источником роста и обогащения бизнес-групп стал доступ к посредническим операциям с российскими энергоносителями – газ, нефть, уголь. Промышленность больше всего поддерживала авиастроение, космическая отрасль и машиностроение. Но и тут все, что создавалось, производилось в кооперации с РФ и реализовывалось на рынке СНГ. Этим украинские власти сделали себя зависимыми от России. И когда Украина наконец поняла необходимость интеграции с Европой, российские власти стали этим манипулировать. Так это уже было в Грузии. Так же случилось и в Молдове. Как только Украина взяла курс на Европу, последовали российские санкции. Большую роль в закрепощении Украины сыграл небезызвестный президент Виктор Янукович. Первый раз в президентской гонке он участвовал еще в 2004 году. Первый тур не выявил победителя. Второй тур проходил с многочисленными нарушениями и фальсификациями. Опубликованные результаты победы Януковича сильно отличались от данных экзит-полов, говоривших о победе Ющенко. Возмущенные избиратели собрались на Майдане Незалежности на митинг. Массовая мирная акция протеста продолжалась несколько недель и получила название «Оранжевая революция». Верховный суд признал результаты второго тура недействительными и назначил переголосование, победу на котором одержал Ющенко. Страна под его руководством поставила во главу угла идею евроатлантической интеграции. С 2001 по 2007 год экономику Украины отличали высокие темпы экономического роста и определенная социальная стабильность. С 2007 года начались переговоры о заключении соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. В качестве приоритетов энергетической политики провозгласили избавление от российской газовой зависимости и поиск альтернативных источников. В итоге в 2006 и 2008 годах произошли два острых газовых конфликта, которые привели к отключению России поставок газа. В 2007-м, возглавив правительство, Юлия Тимошенко попыталась договориться напрямую с президентом Владимиром Путиным. В итоге это стоило ей не только карьеры, но и свободы. Но на следующих президентских выборах победу одержал Виктор Янукович. Новое руководство Украины существенно улучшило отношения с Российской Федерацией. Текст соглашения об ассоциации с Евросоюзом был окончательно согласован уже в ноябре 2011 года, но его подписание несколько раз откладывалось. Очередной отказ Януковича подписать соглашение в 2013 году привел к массовым акциям протеста в Киеве. Как писал «Коммерсант», подписание отложили из-за обещания России помощи более 15 миллиардов долларов и снижения цен на газ. Но после почти 3 месяцев жесткого противостояния в конце февраля 2014 года на Украине произошла смена власти. Янукович сбежал из страны, а украинцы устроили себе бесплатную экскурсию по его резиденции в Межигорье, которую прозвали «Музеем коррупции». Осенью 2014 года соглашение об ассоциации с Евросоюзом все же было подписано. Но политический кризис и война на Востоке ввергли Украину в ужасный экономический кризис. Стране пришлось учиться жить заново. Отношения с Россией окончательно были разорваны. С 2017 года был введен безвизовый режим с ЕС. Теперь украинцы могут путешествовать по странам Евросоюза по своему биометрическому загранпаспорту. Но безвиз не дает гражданам Украины права на обучение, проживание или трудоустройство. Для этих целей нужно будет оформить соответствующие документы.
Западные регионы заполнились беженцами из Донецка и Луганска. Их нужно было где-то расселить и найти работу. Людям, столкнувшимся с войной, требовалась серьезная психологическая помощь. Многие надеялись вскоре вернуться домой, но надежды так и не оправдались. Из-за войны над многими территориями закрыли воздушное пространство, нарушилась логистика. В Мариуполе перестала действовать санавиация, перестали работать аэропорты, поля пропадают, их никто не засеивает, все боятся, что земля может быть заминирована. Однако, даже в таких тяжелейших условиях Украина смогла выжить и стала постепенно восстанавливать свою размеренную жизнь. До 90% переселенцев были вовлечены в деятельность. Уже в 2016 и 2017 годах отмечался пусть и небольшой, но рост ВВП и рост покупательской способности. А это хороший индикатор экономики, ведь люди не будут тратить больше, чем зарабатывают. Но сильно мешала коррупция в ужасных масштабах. Ведь ни один из 5 президентов так и не сделал ничего, чтобы хоть как-то остановить разгул олигархической криптократии. Остановитесь! По этой же причине зарубежные инвесторы крайне неохотно вкладывают свои капиталы в экономику страны. 20 мая 2019 года 6-м президентом Украины стал Владимир Зеленский. За год его правления в рейтинге восприятия коррупции Украине удалось подняться со 126 места до 117. Зеленский закрепил статус украинского языка как единственного государственного и перевел все школы полностью на украинский язык. 20 мая в ходе инаугурации, на которую он, кстати, пришел пешком в сопровождении 2 охранников, Владимир Зеленский объявил о распуске Верховной Рады и призвал членов правительства освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Доживающая свои последние дни Рада блокировала все президентские инициативы. Оно и понятно, что просто так за год не изменишь систему, которая строилась десятилетиями. Новый состав Верховной Рады был избран только 21 июля. Верховная Рада нового созыва поддержала законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов и об импичменте президенту. Зарплату украинских министров и других высокопоставленных чиновников привязали к средней зарплате по стране, а премии ограничили размером одного оклада. Нельзя сказать, что сейчас на Украине действует свобода слова, но при Зеленском стало значительно свободнее, чем при бывшем главе страны. Зеленский пошел на контакт с президентом России Владимиром Путиным, открыл мост на линии разграничения на Донбассе, начал разведение сил на линии соприкосновения. Однако заявил, что Украина не намерена решать конфликт, уступая территории Донбасса, а Крым – это Украина. Заявление Владимира Путина об упрощенной выдаче российского гражданства жителям ЛНР и ДНР команда Зеленского расценила как признание России своей ответственности в качестве государства-оккупанта. По индексу человеческого развития с учетом неравенства Украина пока что занимает 45 место, немного уступая России. А вот по уровню минимальной оплаты труда Украина уже опередила Россию. С 2021 года МРОТ был установлен на уровне 6 тысяч гривен, что по текущему курсу составляет примерно $215. Средняя зарплата в Украине, вернее, на ее подконтрольных территориях, в феврале 2021 года, по данным Госстата, составила 12 549 гривен, или $447. Россия – последняя из 15 стран бывшего Советского Союза. По очереди, разумеется, не по значимости. В России после распада СССР существовала достаточно сложная по структуре политическая система. Во главе государства стоял президент Борис Ельцин, который одновременно возглавлял правительство. Законодательную власть олицетворял двухпалатный Верховный Совет. Основной конфликт между ними развернулся вокруг проекта новой Конституции. Конституционная комиссия Верховного Совета к осени 1993 года представила проект, где закреплялась ведущая роль парламента. Но 21 сентября президентом Ельциным был издан указ номер 1400 о распуске съезда народных депутатов и Верховного Совета. Экстренно созванное заседание Конституционного суда спустя несколько часов признало этот указ несоответствующим действующей Конституции, попросту незаконным.
Президиум Верховного Совета, сославшись на статью Конституции, объявил о прекращении полномочий президента Ельцина. Чрезвычайный съезд народных депутатов, созванный Верховным Советом, также заявил о прекращении полномочий президента и оценил его действия как государственный переворот. Однако Ельцин де-факто продолжил осуществлять полномочия, заручившись поддержкой своего правительства и силовых структур. Уже к вечеру того же 21 сентября здание Дома Советов, он же Белый дом, с находившимися внутри народными депутатами было блокировано сотрудниками ОМОНа. Телефонная связь была отключена. К зданию стали стягиваться люди, желавшие поддержать Верховный Совет и съезд народных депутатов. Для предотвращения возможного штурма сотни людей оставались у Дома Советов до утра, ночуя под открытым небом или в отдельных палатках. 24 сентября было произведено полное отключение Дома Советов от тепла и электричества. Но народные депутаты приняли решение не расходиться до полной ликвидации путча и восстановления конституционного строя. 30 сентября мэрией было распространено сообщение о том, что защитники Верховного Совета планируют вооруженное нападение на городские объекты. У Ельцина в распоряжении было телевидение и радио. У народных депутатов не было даже электричества. По заключению созданной в мае 1998 года комиссии Госдумы, значительную роль в обострении обстановки сыграли жесткие действия руководства МВД и ГУВД, фактически направленные на силовое подавление любых акций в поддержку Верховного Совета. 3 октября Моссовет санкционировал проведение митинга в поддержку Верховного Совета. К вечеру манифестанты прибыли к телецентру Останкино с просьбой предоставить им эфир. Но все закончилось тем, что спецназ и БТРы начали вести огонь из автоматического оружия по толпе, что привело к гибели по меньшей мере 46 человек. 4 октября Борис Ельцин принял решение о штурме Дома Советов. В 4 часа утра в Москву прибыли 10 танков Кантемировской дивизии, которые начали обстрел Белого дома. Съезд народных депутатов и Верховный Совет были разогнаны введенными войсками и бронетехникой. По официальным данным, были убиты 74 человека. Практически полностью уничтожены этажи здания с 12 по 20. Участники антипрезидентской коалиции были арестованы. Новая конституция, принятая 12 декабря 1993 года и действующая до настоящего времени, предоставляет президенту Российской Федерации существенно большие полномочия, чем Конституция, действовавшая на момент конфликта, и проект, созданный Верховным Советом. Причем даже по официальным данным за нее проголосовало лишь 32,3% от общего числа избирателей. Ельциным был выпущен ряд указов о приостановлении влияния коммунистической партии. Начались претворяться в жизнь законы рыночной экономики, разработанные Егором Гайдаром и прозванные шоковой терапией, которые, впрочем, оказались неэффективными, что в итоге привело к криминализации экономики, появлению слоя олигархии и дефолту 1998 года. В 1992 году был составлен договор с субъектами федераций. Сложности возникли с Татарстаном и Чечней. Если с первыми вопрос был решен дипломатическим путем, то чеченские войны оставили глубокий след в жизни России. После распада СССР политические лидеры Чечни объявили о выходе из состава Российской Федерации, вследствие чего на территории Чечни было 2 волны боевых действий, известные как Первая и Вторая Чеченская война. Итогом стало возвращение Чечни в состав России, огромное количество человеческих жертв, разрушенные города, упадок экономики как в регионе, так и в федеральном масштабе, и распространение в регионе бандитизма и бесправия. Но на фоне проведения переговоров о прекращении огня в Чечне Ельцину удалось убедить избирателей, что он является гарантом демократии, прогресса и свободы. И в 1996 году избраться на 2-й срок. Однако 31 декабря 1999 года он передал исполнение обязанностей президента РФ Владимиру Путину. Я ухожу. В ходе досрочных выборов в 2000 году Путин набрал 52,5% голосов, победив в первом туре. Новый президент выступил под лозунгом сильного государства, которое обеспечивает свободу личности. Но что-то пошло не так.
Особенно это смешно слышать сейчас, когда запрещающие законы сыпятся из Госдумы, как из рога изобилия. Вместо этого начала выстраиваться жесткая вертикаль власти. Период между 99 и 2008 годами был временем экономического расцвета. ВВП увеличивался на 7% в год. Иностранные инвесторы стояли в очереди, чтобы успеть вложить капиталы в росшую, как на дрожжах, экономику. А российский фондовый рынок вырос за это время в 20 раз. Резко увеличились доходы населения. В стране начался беспрецедентный бум потребления. Но все, что для этого сделал Путин, это разрешил неограниченно добывать и продавать нефть. Доходы от продажи энергоресурсов составляли по разным оценкам от 30 и более процентов ВВП. И несмотря на столь благоприятный фон, правительство так и не смогло решить целый ряд острейших социальных и экономических проблем. Например, по-прежнему высокой оставалась инфляция – более 10%, слабое развитие малого и среднего бизнеса. Однако в условиях высоких цен на нефть это мало кого волновало. Но в 2008 году цены рухнули со $140 за баррель до 40. И если в мае 2008 года рыночная капитализация «Газпрома» составляла $350 миллиардов, и она занимала 3-е место в мире по стоимости, то по мере приближения кризиса ее стоимость упала до $85 миллиардов. С мая по октябрь 2008 года российский фондовый рынок обрушился на 80%. Россия потеряла треть своих золотовалютных запасов. Российское руководство оказалось перед двумя наиболее вероятными сценариями. Первый – модернизация и проведение структурных, экономических и социально-политических реформ. Второй – сценарий 70-80. То есть, не прибегая ни к каким серьезным реформам, просто сидеть и надеяться, что цены на нефть не опустятся ниже этих значений. Тогда в российском бюджете будет достаточно средств, чтобы худо-бедно выполнять свои внутренние и внешние обязательства. Как вы думаете, по какому пути мы пошли? Да, с 2008 года по настоящее время не прекращаясь усиливалась зависимость от импорта продовольствия и потребительских товаров, оборудования и технологий. Рос внешний и внутренний государственный долг. Происходил отток квалифицированных кадров. Заводы ветшают, становятся неэффективными и закрываются. Увеличивается количество чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Начиная с прошлого года различные аварии и разливы нефти и химикатов происходят чуть ли не каждую неделю, а в Челябинске и Красноярске появился термин «режим черного неба». Против такой политики и против нового президентства Путина, избранного с нарушениями российского законодательства, россияне попытались выступить на многочисленных акциях протеста, продолжавшихся с 2011 по 2013 год. Но выполнения своих требований им добиться не удалось, а самым значимым результатом стало только болотное дело – политическое и уголовное преследование участников митинга. И все нарастающее ужесточение ограничительных законов. В 2015 году в паре сотен метров от Кремля был убит один из лидеров протестного движения – Борис Немцов. Заказчик убийства так и не был найден. Во внешней политике тоже не складывалось. Еще в 1994 году было подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве России и ЕС. Российские элиты надеялись на скорое вхождение России в желанное сообщество демократий. Но Европа не проявляла энтузиазма по вопросу ее реальной интеграции. Попытки установить демократию сверху, без длительного воспитания гражданской ответственности, обернулись правовым нигилизмом, появлением правящих элит и коррупцией. Россия резко критиковалась за свои операции в Чечне, заведение войск в Грузию в 2008 году и в Украину в 2014. Внезапно оказалось, что Европа отстаивает только свои интересы и не намерена защищать интересы России, а отстаивать самостоятельно свои интересы на международной арене российские политики не умеют и идут не путем партнерства, завоевания доверия и уважения, а путем устрашения и запугивания ядерным оружием. Вследствие чего Москва перестала равняться на западный мир и стала строить свой многополярный мир с блэкджеком и Китаем и Венесуэлой. При этом Россия осталась в натянутых отношениях не только с Западом, но и с большинством бывших союзных республик. В итоге, к сегодняшнему дню Россия дошла с ужасающим уровнем бедности и все растущими темпами обнищания населения. Состояние олигархов тем временем продолжает расти даже в условиях пандемии. Полуразрушенная экономика все еще опирается в основном на экспорт сырья. В
стране, где «Газпром» – национальное достояние, не газифицировано около 40% регионов. В рейтинге восприятия коррупции Россия занимает 129 место, уступая лишь 3 среднеазиатским республикам. Минимальная зарплата составляет 12 792 рубля, что равняется примерно 167 долларам. Да, МРОТ не самый маленький среди всех бывших республик СССР, но и до уровня сверхдержавы как-то не дотягивает. Средний доход по официальным данным в 2020 году составил 35 361 рубль в месяц, или около 465 долларов. А Россия все еще пытается строить из себя могущественного лидера, но все больше это похоже на хорошую мину при плохой игре. Вот таким интересным образом разбросала территории, бывшие когда-то единым государством. Подвести итоги и сделать выводы, я надеюсь, вы, мои дорогие зрители, сможете сами. Хотя нет, все-таки я не могу упустить возможности и обратить ваше внимание на пару интересных моментов. Первое. Ни в одной стране, где нет сменяемости власти, народ не живет хорошо. И это если еще мягко выражаться. Да, отсутствие преемственности власти тоже тормозит развитие. Например, когда либеральный политик сменяется консервативным политиком и отменяет ранее принятые законы. Или когда прозападный политик сменяется пророссийским и потом обратно. Но зато такая смена власти помогает наглядно увидеть народу плюсы и минусы той или иной стратегии, вместо постоянных выслушиваний одних и тех же обещаний и уверений, что просто надо немножко потерпеть. И второе. Многие, наверное, кто вырос в Советском Союзе, скучают по нему. Но больше всего, мне кажется, русские. Россия, а вернее российские элиты, очень настойчиво, мне кажется, пытались восстановить свое влияние на соседние республики и свое самосознание как центры региона. И там, где не получалось добиться этого переговорами, в ход шли взятки и миротворческие войска. Удивительными сходствами пропитана война в Грузии и на Украине. Много общего есть у непризнанных Приднестровья, Донбасса, Осетии и Абхазии. Но, как сказал один умный человек, у тех, кто не скучает по СССР, нет сердца. А у тех, кто хочет его вернуть, нет головы. На этом закончился мой большой обзор республик бывшего Советского Союза. Спасибо вам большое за внимание и терпение. Чтобы понимать, куда и как человеку двигаться в будущем, ни в коем случае нельзя забывать прошлое. Поэтому мне было очень интересно изучать эту информацию. И надеюсь, вы тоже услышали для себя что-то новое и интересное. И поставите мне лайк за мои старания. Подписывайтесь на канал, впереди будет еще много информации о разных уголках мира. О том, как там живут люди. И о том, что делать, если вы тоже хотите там жить. А пока, всем удачи и до скорых встреч!